Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, вспоминая, какие масштабные копии выпускались разными брендами около 10 лет назад. И сегодня я хочу вам показать, на мой взгляд, вполне симпатичную, относительно недорогую масштабную копию отечественного внедорожника УАЗ Хантер в масштабе 1 к 43. Несмотря на то, что это довольно старая модель, она все еще встречается в открытой продаже, модель предлагается во всевозможных вариантах окраски, и свой экземпляр я приобретал под конец 2006 года. И на то время эти модели продавали за 200 рублей, возможно, даже дешевле. И, к сожалению, у меня не сохранилось оригинальной упаковки. Это была обычная картонная коробочка с надписью «Autobahn» и импортер Bauer. И у этих недорогих автомобильчиков хорошая покраска, аккуратная сборка, и модели могут спокойно конкурировать с более дорогостоящими изделиями. И у меня от Autobahn не так много моделей в коллекции, всего 3, но у них был довольно обширный ассортимент как советских легковушек, так был и грузовичок-бычок, и были более крупные грузовики, правда, они не совсем попадали в 43-й масштаб. И вторая модель у меня ВАЗ-2106 в красном цвете, гражданское исполнение, тоже вполне хорошая модель за свою цену. Здесь я поставил другие колесные диски с ВАЗ-2107 и журнальной серии «Автолегенды СССР», и покрышки Ми-16 от Maestro Motors. Также убрал оригинальные номерные знаки и поставил самодельные, распечатанные на принтере. А каких-либо доработок на этой масштабной копии я не делал. У нее открываются передние дверцы. Правда, не очень хорошо они открываются. Также вполне хорошо детализирован салон, и эти масштабные копии можно использовать при доработке журнальных изделий. И третья модель — это точно такая же шестерка, только в варианте милиция. И на эту модель я поставил другую светосигнальную балку. Изначально мигалка была очень игрушечной, и данную светосигнальную балку я взял с ВАЗ-2112 из серии «Автомобиль на службе», и также поставил другие колесные диски из набора «Старт 43», окрасил их в белый цвет. И из-за того, что я сохранил оригинальные покрышки, видимо, они вступили в реакцию и оплавили обод колеса, поэтому данные колесные диски пойдут или на выброс, или под перекраску. И, кстати, когда я делал обзор на доработанные модели, мне написали, что на этом варианте можно использовать номерные знаки из фототравления от студии Микродизайн. И я уже забыл про данный ВАЗ, что он есть в моей коллекции, но мне напомнили, спасибо вам за это. И все держу в голове, поэтому некоторые модели забываю, что есть у меня, и вспоминаю только когда начинаю перебирать коробки или кто-то напишет в комментариях. И также я вам покажу коробочку от модели Carrorama, тоже с логотипом Bauer. Примерно такая же коробка была и у УАЗ Хантер. И на модели УАЗ Хантер тоже поставлялась прозрачная табличка с наименованием автомобиля. Здесь есть информация об импортере, о фабрике Honeywell и о том, что эта модель сделана по лицензии GM АвтоВАЗ. Тоже вполне хорошая масштабная копия за свою цену, и я на нее делал детальный видеообзор. Кому интересно, можете найти старый видеоролик на моем канале. И также для сравнения вам приготовил другие УАЗики, как из журнальных серий, так и российского производства. Правда, отечественная модель у меня, к сожалению, рассыпалась от цинковой чумы, и посмотрим то, что от нее осталось. Этот внедорожник начали выпускать с 2003 года. Машина претерпела некоторые визуальные изменения, добавили жесткую крышу, пластиковые бампера, немножко изменилось оформление решетки радиатора, также добавили другие двигатели, колесные диски и, возможно, другие элементы, которые не отличишь на масштабных копиях. И у этого УАЗика очень симпатичный небесно-голубой цвет, металлик, и эта модель окрашена лучше, чем более дорогостоящие изделия. Правда, у нее есть ряд упрощений, которые мне не очень нравятся, но за эту цену это
более чем достойное изделие. И у этой масштабной копии открываются передние дверцы, салон сделан из пластика, окрашенного в массе, но сиденья выделены другим цветом, и на них также есть небольшая фактура. Рулевое колесо тоже вполне симпатично, и единственное, я бы сюда добавил наклейки с различными приборами, потому что панель приборов смотрится очень куцо. И также можно открыть вторую дверку, и здесь вы увидите небольшие рычажки переключения коробки передач. И на передних дверках отсутствует остекление, возможно, чтобы их можно было открыть. И также у модели черной краской выделены дверные ручки и присутствуют зеркала заднего вида. Правда, они сделаны очень примитивно, отлиты вместе с дверками автомобиля. Пластиковые стеклоочистители, на моем варианте, они установлены не очень аккуратно. Также поворотники выделены оранжевой краской. Вполне хорошо смотрится решетка радиатора. И, на мой взгляд, у этой модели отличная светотехника. Отсутствуют черные точки. И если присмотреться, на линзах присутствуют небольшие рассеиватели. И на этот внедорожник я уже поставил доработанные регистрационные номерные знаки из фототравления. И как-нибудь сделаю вторую часть и покажу, на какие модели я поставил оставшиеся комплекты фототравления из тех наборов, которые я приобрел в коллекцию. Также вполне хорошие колесные диски. Почему-то на этом варианте они сделаны в хроме, присутствуют сквозные отверстия, довольно хорошие покрышки с выразительным протектором, и на задней дверце установлено запасное колесо. Есть шильдик 4х4, надпись Hunter 2.7 L, или, возможно, это И также вполне хорошо сделана светотехника. Выделены поворотники оранжевым лаком и присутствует огонь заднего хода. На брызговиках нанесена надпись УАЗ, и у этой модели окрашена выхлопная труба. Правда, проработка нижней части автомобиля оставляет желать лучшего. И в этом плане лучше спроектирована модель из журнальной серии. И, возможно, можно переставить днище с доработкой, но свою модель я оставлю в заводском исполнении. И можно посмотреть еще раз на этот УАЗик с разных ракурсов. И тогда я уже вам для сравнения покажу аналог, который выходил в журнальной серии. И повторюсь, у меня из журнальной серии нету современного УАЗа, но покажу вам классический 469. И эта модель из европейской серии, она не сильно отличалась от российского аналога, только немножко светлее темно-зеленый цвет и добавили регистрационные номерные знаки. И как раз вы можете посмотреть, как детализировано днище на журнальном варианте. Но журнальная модель, конечно, стоила чуть дороже. А в принципе размеры днища примерно такие же. Я думаю, можно его вставить без особых доработок. И на журнальном варианте я поставил тоже харьковские покрышки. А каких-либо доработок на этой модели я не делал. И покажу вам модель из российской серии «Автомобиль на службе» в варианте «Военная автоинспекция». Точно такой же УАЗик, только добавили мигалку на крышу, декали. И на этой модели тоже уже установлена харьковская резина. Точно такое же днище. И в журнальной серии вполне удачные УАЗики. И они подходят как доноры запчастей, так их можно и переделывать. Я видел довольно много интересных конверсий. Я думаю, при желании из такого журнального УАЗика тоже можно сделать модификацию Hunter. Правда, это будет довольно сложный проект. И, возможно, кто-то делает даже наборы. Правда, в продаже я их не встречал. Ну и давайте в заключении покажу вам отечественную модель, которая у меня рассыпалась несколько раз. Я уже ее склеивал, также демонстрировал в старых видеороликах. И некоторые детали с этого УАЗика я взял для укомплектовывания своих других старых масштабных копий, поэтому их здесь заменил на другие детальки от журнальных моделей. Ну вот такой УАЗик изначально
Он был очень красивого цвета, открывались дверцы, крышка капота, крышка багажника, был съемный тент, но, к сожалению, эта модель рассыпалась, и когда я ее склеивал, она тоже несколько раз разваливалась. Так что это такой Франкенштейн, который я вам демонстрирую раз в полгода в рубрике «Модели с цинковой чумой». И пишите ваши комментарии, что вы думаете о продукции Autobahn, Bauer. Нравятся ли вам данные недорогие модели? Есть ли у вас похожий УАЗик в коллекции? И помимо обычных УАЗиков в картонной коробке, я также видел такие модели продавали в блистерах. Они стоили даже чуть дешевле, но, повторюсь, когда эта модель была в новинку, я приобрел ее только в обычной классической коробочке, которая не сохранилась до сегодняшних дней. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал. Там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.